Там платежи за первый и за последний месяц в основном. Это что ты рассказываешь? Ну, то, что как работают здесь агенты, вот. Здесь вот эти варианты, которые я вам подобрала, то есть вы просто будете помесячно платить арендную плату. То есть вам не нужно будет какие-то залоги оставлять. Вот. И, естественно, то есть комиссию, которую вы нам оплатили, единую, ну, то есть вот все, вот. То есть больше никаких платежей. Ну, за свет, наверное, еще. Ну, нет, вот тот вариант, тот уже включен в себя все, и свет, и воду, и газ. Да? Да. И повышения нет в сезон? Не, ну, как бы сейчас я, я не рассматривала такой вариант, потому что они хотят, пока на 2 месяца и посмотреть. Если бы они, то есть сразу же там на год, то есть мы уже бы, то есть разговаривали бы про долгий срок. Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми, о том, как мы здесь живем, работаем и оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать, познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции. И партнеры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир еще с Северным Кипром, так как сейчас большая миграция идет. И люди хотят приобретать недвижимость и в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно, то мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартаментов Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Не забывайте подписываться на канал, потому что из-за моих политических высказываний я попадаю в теневой бан, и вы мне очень поможете, если поставите прямо сейчас лайк, напишите какой-то комментарий в поддержку меня, нашего канала. Вот очень буду вам признательна. Ребят, видите, идем и вон. Все висит вот так, хочется протянуть руку и сорвать. А потому что ее, она портится быстро. Ее надо как бы скушать быстро, а столько количества невозможно. Это как в России, типа вот есть же, как это называется, черновник. У нас вот растет терновник, вот это как сорняк, везде растет и вот никому нафиг не нужен. Здесь примерно как вот хурма, мандарины. Хотя продается здесь... она не дешево. Да. Когда ты ее покупаешь, вот почему-то. Видимо, грузинам вкуснее, когда они ее покупают и не срывают. Как-то она ценнее для них, что ли. Сколько килограмм хурмы, Ксюш, не помнишь? Не знаю. Что-то вот мандарины по 1,5 лари я вчера видела килограмм. Ну, смотря какой. На хопе. Ну да, смотря какие. Да, там до 3 лари доходит. От 1,5 сейчас до, вот сейчас в сезон, до 3 лари за килограмм мандаринов. Ну тоже как бы. Да, это где-то получается 100-105 рублей на российские рубли. Смотрите, ребят, здесь, кто не знает, в древние времена была колхидская низменность, и по всему побережью была сильная малярия. И сюда привозили вот эти деревья, эвкалипты, высаживали, потому что одно дерево с почвы 300 литров в сутки забирает воды. И вот этими деревьями осушали почвы на побережье, потому что люди здесь не жили, все жили в горах, потому что здесь была страшная малярия. А сейчас вот это все уже, почвы высушились. Комаров, Комаров, нет. да, то есть вообще. То есть мы жили в Хавариате, когда приехали, и, например, то есть мы жили прям в окружении эвкалиптов, и нас вообще комары не кусали, то есть там все зелено, растет все цветет, и ни единого комарика и жучка.
Вообще удивлялись, как такое может быть. А это вот из эвкалипта. А в городе, ну, то есть они же не везде, ну, как бы, то есть, и здесь комары ночью кусали людей, а мы спали с открытыми форточками вообще, даже ни один комарик нас. В детском садике не было никаких, да, качелек, а здесь просто вот между деревьями детская площадка, здесь волейбольная площадка. Кстати, во дворах очень много вот таких футбольных, волейбольных площадок в городе. Вот такие беседки, очень много в Грузии просто беседок, где люди сидят, отдыхают. Мужчины играют в лото, в домино. Вот эти тоже мне нравятся, как растут. Вот это такое озеленение. Зеленое, яркое зеленое. Вот такие частные дома. Все газифицировано, у всех есть газ. Не туда идешь? Позвони ему. Вот такая стройка. Здесь вон люди белье вешают. Ну что, мы заплутали, ребят. И Нукзар, это тоже хозяин дома, приехал нас спасать. Вот. Сейчас он нас спас, и поедем посмотрим, какие у него есть эти гостевой дом. Посмотрим, какие там еще тоже условия. Выбираем дальше. Нукзар, показывайте нам свои хоромы. Вот познакомились еще с одним хозяином. У него тут бассейн есть. Да. Шикарный просто. Да, конечно. Здесь небольшие номера, и кухонка здесь общая. А, вот такой вообще маленький. Комнатка. И санузел. И здесь получается общая кухня. Да. И на второй этаж пойдем. Там немножко. Отопление. А какое отопление тут? Слушай, здесь, по-моему, то есть не центральное отопление, да? Здесь на конденсер можно или на отопление вот здесь? Можно сделать отопление? Да. Ну, можно, это так у них размыто. Ну, будет, У вас же какое тут отопление в апартаментах? это батарейку буду вставлять. А, будете электрическую ставить батарею? Да. Ага. А так кондиционером, да, отапливается? Батарейка лучше будет. Ну, понятно, что сейчас холодно с кондиционером. Здесь маленький кухня, здесь можно. Это общая кухня на все апартаменты? Это я салета работаю. Посудку сдаю. Ага, И 10 человек. ага. Жарко очень. Сейчас никого там нет, да? Правильно? Не. Смотрите, горы снежные, какие красивые. Да? Очень красиво. Вы будете, да? Ламази. Здесь батарейка буду вставлять. Там кухню. Welcome. Маленький. Маленький туалет с окошком тоже проветривается, с раковиной. Вот такая маленькая комната. Здесь это венецианская штукатурка. Все чистенько, аккуратненько. В этом году уже работали в сезон или нет? Да. Работали, да? Первый сезон отработали, да? Не, уже 3 года работаю. 3 года работаете? А почему так все у вас красиво? Следят. Следите? Обычно Уборку надо. за 3 года уже ушатываются апартаменты, если постоянно сдаются. А у вас еще износостойкость даже держится. Делали. Закрыто за этого это запах, да? За этого открой. Надо проветривать здесь везде. Да. Открывать надо, а то что. Они все одинаково красивые. Да. И тут большой балкончик еще такой. Здесь побольше, да? Да, больше. Какие вам устраивают, нам можно отдавать. Диван.
Здесь буду батарейку буду ставить. И кондиционер тепловой. Мгм. Это ваш, как вам. Кухню здесь что-то можно. И вот такой вот вид на горы. Снег выпал, поэтому у нас похолодало очень сильно, потому что ветер, когда... Смотрите, прям белые макушки, ой, эти верхушки снежные. Еще внизу есть. Внизу еще есть тоже. Еще вот какой-то. А вы знаете, что это? Это гранат. Нет? Не гранат. Не гранат? Цвет, какой-то цвет. А, цветок. О, видите, А, гранат, по-моему, похоже, цветение похоже, такое, да? похоже. Это, видимо, какой-то типа бар. А, это типа бара такого летнего. Да, в зиму тут как склад, а летом тут сидят, да, люди? Пьют вино. Да. Вино. Вино. И вот здесь вот А, здесь кухня, вот она. И тоже хурма, видите, зреет. А, и мандарины. Опять мандарины. Везде мандарины. Видите? Мандариновый рай. И здесь газовая печка на 4 комфорки. Все кастрюльки, посуда. Хурма. Да, Ксюша вам все Время. сдаст. Я вас отдам все и А заработаю. она занимается управлением. У меня муж тоже занимается управлением. Но с Орби-Сити. У нас 30 апартаментов в Орби-Сити управляем. Мы сделаем здесь все. Летом самый лучший вариант. Группа заедет, 19 человек. Выходит, заедет, выходит. Да, Я классно. к вам попозже приду, мне надо будет вот отфоткать, как бы это, спросить эти Хорошо. материалы, чтобы я уже загружала. Хорошо. Ну как? Классно, что Нравится? бассейн, да, вообще? Да. Прикольно. Видишь, как грязно. Ну да. Блин, Да, ухаживается, сохраняется. конечно, за Там бассейном. мотора стоит, там циркуляция делается, Ага. там лекарства дают, что вода чистая будет. Ну да. Обслуживание бассейна тоже не дешевое Ну да. удовольствие. Не, так не пойдет. Через неделю будет грязь. Ну да, все зацветет. А это финиковая пальма, видите? Вот эти финики. Кстати, сладко. Финик. Вкус хороший. Розы цветут, видите? Колокольчики. Смотрите, киви. Вон целые гроздья висят. Видите киви? Снизу уже дети оборвали, а так вон киви висят. Киви это хищник, а это какое-то несъедобное растение. Нет, мы Киви, оно гнет прям металлические трубы. Само вот растение, когда вьется, ствол прорастает, прям металл сгинает. Ребят, смотрите, сейчас мы выходим уже к Метро-Сити, к аллее, ой, там как называется, Мария Качинских, парку. И какая здесь застройка. Посмотрите, здесь окна в окна, отели, вот такие вот жилищные комплексы с бассейнами, с охраной, с ресепшеном и очень близко друг к другу. Прям очень такая частая застройка. Потому что каждый кусочек земли, если выкупают вот такой вот там, не знаю, 10 соток, и на нем сразу возводят здание. И уже не важно, что рядом стоит какой-то маленький домик, и у него вообще никакого света не будет. Здесь уже на это никто не смотрит. Потому что сейчас такой бум строительства в Батуми. Батуми растет и в сторону Турции, и в сторону гор, и в сторону Тбилиси. Стройка очень большая. Мы приехали посмотреть еще одни апартаменты. Сейчас вам все покажем.
Гамаджоба. Такой маленький балкончик. Здесь вот такие вот комнаты. Газовое отопление. Не включено. Здесь вот тоже такая комнатка. Небольшая с кухонкой. Холодильник. Балкон, в принципе, большой. А как тут не открывается? Балкон не открывается? Не, это не балкон, это холл. Это холл. А, это мы только что тут проходили. А там, получается, затемнено стекла? Да, и можно вот. Ага, все. Вот еще маленький балкон там есть. А, тут двухкомнатная. Да, здесь спальня отдельная. и А, нет, это двухкомнатная. большая. Да. А тут балкончик есть. Да, здесь можно. Здесь уже балкончик вот с таким видом. С сушкой. Маленький шкафчик. Это не карма, да? Нет. Не карма. Это Это отопление. центральное отопление. Да. И вот такой вот санузел. И там комнаты тоже есть отопление. Мы с вами говорили, что можно за 400, да? Да. Так, Здесь и просто еще один вариант. по-другому расположено, а так, в принципе, все то же самое. Наполнение все то же И самое. сейчас посмотрю, по-моему, Кухня, ступень. санузел, диванчик такой же. И вот такая спальня. С окошком и с маленьким балкончиком. А они, наверное, выключили просто, да. То есть, да. Да, никто не живет, поэтому Да, выключили, выключают, чтобы не конечно. тратить деньги. Да. И вот такие, ребят, апартаменты 350, студия. Чуть-чуть попросторнее. Немножко. Но тут не так солнечно. И вот такой общий балкон общего пользования. Тут прям вот возле дороги. Тут сразу за вот этим зданием Метро Сити. Это прям вот в этом доме с той стороны Метро Сити. Парк, и буквально тут 2 минуты и ты на море. Добро пожаловать в Сакартвело. Пришли покушать мы рядом с домом. Сейчас будем пробовать, первый раз в Грузии, будем пробовать грузинскую кухню. В общем, я захотела тыквенный суп, что-то жиденького захотела. Традиционные грузинские баклажаны с орехами. Грузинский традиционный салат с огурцами, помидорами с орехами. Такие мне штучки принесли. Все, мы заказали по бокалу сапирави. Сейчас нам принесут шашлык. Будем дегустировать. Ну что, как вам грузинская кухня? Исключительная. Делаю фотографии для мужа, Все понравилось? чтоб впечатлился. Вкусный шашлык, люля-кебаб заказали. Баклажаны просто улетают уже со скоростью звука. В общем, все довольны? Довольны. Подписчики и я довольна, что все довольны. Ну вот сейчас сидим за обедом, и как раз вот это вот, да, мое выражение, как мне подписчики говорят, реанимация души. У меня слезы наворачиваются на глаза, потому что люди, когда путешествуют много, которые живут не в России, соприкасаются с разными культурами, с разным отношением. И когда вот рассказывают сейчас, что жили в где Катар? В Америке. В каком городе? В штате? В Сиэтле. Да, Вашингтон. Вот такое отношение на первых там нескольких днях посещения страны, оно вводит нас с таким уже, с такой потрепанной душой в смятение. И мы не знаем, как на это реагировать на самом деле. Вот Грузия одна из тех стран, которая тоже, вот как я во всех роликах говорю, реанимация души. Это случилось со мной, и кто будет еще приезжать сюда, либо там путешествовать, знакомиться с культурой Грузии, вы это обязательно почувствуете, с учетом того, что у вас у самих будет душа. Правильно, правильно, все. Я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу, любовь. Самое главное.
Да, и, конечно же, солнце и море. Это, наверное, 3 таких самых главных, если не разбивать по мелким составляющим. Все говорят, природа в Грузии замечательная. Но я хочу не с природы начать, а хочу начать, что здесь я уж услышала словосочетание теплый человек. Вот, ну, люди. Даже не вино, не фрукты, не горы, не море, не там, а вот именно людям. Здесь хорошо. И как я говорю на своем YouTube-канале, здесь у меня реанимация души происходит.